Перед началом советую подписаться на мой телеграм-канал. Я вас категорически не приветствую. Иронично, что следующий ролик опять по магии волшебства. Конечно, планы у меня были совсем другие, но являясь альтернативно-интеллектуальным, каждый раз, начиная делать какой-либо ролик, дропал его, не доделав до конца. Я за почти полгода так и ничегошеньки не снял. Ух, сколько ж у меня видосов в планах, охренеть. Ребят, каюсь, совершил огромное преступление. Постараюсь вернуть свой какой-никакой режим и выпускать видео почаще. Раз в 3 недели или хотя бы раз в месяц. Хотелось бы сделать видос по Elden Cringe, но мой прекрасный талант литья воды не дает мне это сделать. Поэтому решил разгрузиться, сняв что-то простое и приятное. Это видео не наберет много просмотров, так как оно по DS2. А на превью красуется персонаж из гачи. Мне вот интересно, клюнете ли вы на превью с дядей Богданом? Всегда хотелось его туда добавить. Ладно, это уже разговор ни о чем. А ведь мне так хочется перестать лить воду. Стартуем колдуном с ослепительной внешностью и углем вражды. Магам в этой части нужен довольно немаленький уровень, который мы поднимем с драконьего всадника. Для пущей выгоды не забываем про броню Маглина. Также не забываем вначале взять свой снайперский прицел. Сжигаем уголек у первого костра башни Хейда. А со второго костра спрыгиваем к туманным вратам. Чтобы на пику точенную не сесть, полученный капитал с босса вкидываем в очки учености и стойкости, которая в отличие от первой части тратится при касте. Вишенка на торте – интеллект. Чем сильнее вы не папич, кто понял, тот понял, тем больше будет магического урона. Первые же свитки можно приобрести в конце безлюдной пристани у Кархилиона Фолда. Тут, как в случае с DS1, берем большую стрелу и ее утяжеленную версию. Также опционально можно взять залп копьями. Но как по мне, он посредственный. Его урон никакущий. Лишь один плюс – это урон по балансу. Далее я побрел за второй копией большой стрелы. Теперь можно смело выбрасывать в мусорку свою первую стрелу души. Победив гиганта, на его душе купил кольцо кошки. Да, спрыгнуть можно было и осторожным падением, но желательно бы попасть в помойку пораньше. Все ради расстрела тех двух здоровяков с ключом на 9. Ключ отпирает дверь внизу ямы. Тут лежит посох ведьмы, который перед подбором самой лучшей палки желательно заточить на плюс 6. Также здесь лежит одно спорное заклинание – вихрь душ. Выглядит оно чересчур красиво. Кажется, что его лучше применять на скопление врагов, но нет. Он заходит для поражения огромных туш. Но, честно говоря, даже так урон не ахти, особенно глядя на его требования. Магия моего убогого монтажа, и я отжимаю шапку ведьмака, добавляющую дополнительный заряд к заклинаниям. И также забираю уже серьезное заклинание – копье души, лежащее в клетке между вторым и третьим костром. Но пока на него не хватает статов, посему пускай пока полежит в инвентаре. Затем меня угораздило сходить в лес фистинга. За кольцом чистой лазури плюс 1, увеличивающее скорость магии. У версии плюс 1 наибольший прирост к скорости. Где именно достать это кольцо, не могу рассказать, так как лежит оно хрен знает где. Объяснить это весьма сложно.
Так что сами напрягитесь, и вы все найдете. Главное при поиске кольца, не забывайте постукивать эти деревья с криповатой рожей, чтобы здешние не сделали вам fisting ass. На самом деле, его можно найти слева от сундука с кольцом солнца. Добавочным ориентиром послужит проклятая ваза. Ну, теперь-то у вас достаточно важной информации. За кольцом идет подбор сета львиного мага, который нужен каждому уважающего себя кастеру. Какого-то хрена у тех львов опять резисты к магии. Вероятно, у них высокое сопротивление вообще ко всем элементальным типам урона. Какой, интересно, черт делал все это? Ладно. И так известно, что это дело рук Танемуры, ведь именно из-за него многие противники и фантомы получили столь большие показатели магической защиты. Или нет? Давайте все же немного расскажу о плюсе прокачки для мага в этой игре. Самое, как по мне, крутое, это то, что скорость каста увеличивается не ловкостью, как в DS1, а ученостью. Еще ученость увеличивает подвижность, что тоже приятно. Это невероятно крутое нововведение, которое, увы, не добралось до Элдена. А ведь очень жаль. Другое крутое нововведение — это травка. В отличие от магии в DS1, потраченное заклинание можно восстановить расходниками, которые надо подбирать на локациях, так как купить в бесконечном количестве их ни у кого нельзя. Ну только янтарную траву. И то после прохождения основной игры. Многим это почему-то не нравится, но мне наоборот. При должном исследовании локаций у вас ее будет предостаточно. Зато нет дурацкой полоски маны, и никто вам не урежет хил, как это есть в DS3 и в Elden Ring. Вслед за броней в Брайтстоуне пробегаем свинопасов. Это же любимое слово хромпи. Вот блин, опять нарушение авторских прав. Ничего не могу поделать с собой. Короче, прыгаем в колодец из гачи-сундучка, лутаем посох мудрости, являющийся самой лучшей палкой для кастеров волшебства. К несчастью, сейчас мы не обладаем достаточным для него умственным развитием. Так что пускай он пока полежит до лучших времен. К тому времени я сгонял за мерцающим титанитом, большая часть которого лежит в DLC, из-за чего мой взгляд устремился на Шульву. Там еще за мостом, где обычно происходит арт-обстрел драконом Бо Сином, лежит сфокусирование души. Неплохая альтернатива копья, наносит хороший урон. Желательно использовать на средней или ближней дистанции. Оно долго пролежит у вас за спиной, а затем будет заменено на аналог получше. Дособирав достаточно мерцашек, закалил посох на магию. Ведь это стало возможно. Мерцающий камень, требуемый для нашей закалки, довольно редкий экземпляр. Думаю, лучше расскажу, где достать ближайший. Находится данный артефакт в локации двери Фароса. Поднявшись по лестнице, между двумя гирмами суем в этот рот камень Фароса. Затем спрыгиваем вниз и забираем нужный нам камешек. Теперь надо бы разжиться новым спылом. Для этого дезинтегрируем Фрейю 3 раза. Первый раз просто так, точнее не просто так, а второй и третий раз ради дропа души бледного дракона. Для транспозиции стрейду в обмен на кристальное копье души. Кстати, также легально можно тюпать и обычное копье души, сжигая уголь вражды у второго костра рощи охотника. Предоставлен уголь вражды в столь удобном месте. В железной цитадели. Надо 2 раза перепрыгнуть магму. Для опытного игрока это не составит труда, особенно с нашим досетом, дающий неплохую стихийную защиту.
Но вот новичкам эти акробатические приемы здорово так могут поджарить. Ass. В любом случае, это довольно халявное место. Тем более, никто вас не просит доставать их именно там. Углей вражды и по другим локациям разбросано немало. Вслед за получением спылов я грохнул Нашку на НГ+. Для южного ритуального кольца +2. Чего я вам советую. Несмотря на ее немаленькие такие магические дефы, она спокойно разлетается с наших стрел и копий души на дистанции. Теперь в первую очередь разносим Железного Короля. Довольствуемся своим прогрессом и в его дополнении начинаем фарм Синего Кинжала, дающий 5% прибавку к урону магии. Прибавка слабая, поэтому вещь опциональная, тем более вещь редкая, падает с неизвестным шансом с дымных колдуний. У меня тогдашний фарминг шел туго, и я решил взять кольцо власти над колдовством, находящееся в сундуке неподалеку от лифта к Рейме. Суммарно те два предмета дают прирост на 11%. Не особо много, не особо значительный-то прирост вовсе. Даже не обязательный. Но есть мудрый совет: дают бери, бьют беги. На этом этапе можно считать, что билд практически готов. Осталось получить пару недостающих заклинаний, среди которых Большой Меч Душ. Мое любимое заклинание. Выпускает магическое лезвие, наносящее неплохой урон. Дамаг варьируется от дистанции использования. Отлично поражает толпу врагов. Единственный свиток волшебства ближнего боя. В последующих играх мы увидим развитие подобной магии на примере корианского резака и не только. Подбирается данная заклинашка в замке Дранглик, если подняться по лестнице, открыв сундук неподалеку от безголовых, как я их называю, головорезов. Следующее заклинание не совсем магия, а временный баф. Называется Выплеск. Отсылочка на Эки. Создает над персонажем ауру, повышая урон любых заклинаний на 20%, сокращая взамен ХП на 30%. Баф длится минуту. Заклинание классное, использовал часто. Если что, со светящимся жуком все это дело не суммируется. Так что, как в рекламе Twix, реши, на чьей стороне ты. Получается выплеск магии от Навлана при условии выполнения его парочки квестов. Объяснять их не вижу смысла, они довольно простые. Последнее хорошее заклинание — Гейзер Душ. Валяется свиток в клетке с двумя собаками, рядом со вторым костром цитадели Алдии за иллюзорной стеной. Гейзер является самым лучшим заклинанием волшебства, наносит колоссальный дэмэдж, если все 4 снаряда попадут вплотную в цель. Если вам не нравится сет Львиного Мага, то вам не обязательно его носить. Его прирост к скорости каста не так значителен, как от кольца Лазури и прокачки учености. Рекомендую взять это кольцо версии +2 с повелителей скелетов на НГ+. Собранным готовым к бою билдом, под конец игры мы наносим огромный урон. На время можно подумать, что запустили вместо DS2 первую часть. Однако DLC жестко опрокидывает нас по асфальту своими дурацкими резистами. И нет, я не имею в виду резисты боссов. С ними-то можно смириться. Но вот нахера такие конские резисты-то простым мобам? Разрабы прям очень хотели насолить магам. У них это вышло. Короче, магический опыт маленько испорчен, но не до катастрофических масштабов. Играя колдуном, я получил удовольствие. И вы тоже, несомненно, получите, если будете понимать, как собрать такой, как у меня, билд. Однако казуальной магию назвать уже никак язык не повернется. Все же, как по мне, маг в DS1 казуальная темка. Как я считаю, частично. Есть свои подводные камни. Но несмотря на это, мы играли, считай, на чили и расслабоне. Ну, конечно же, при должном знании сборки.
По моему никому не нужному мнению, волшебство в DS2 это одна из лучших школ магии в принципе. Потому что чудеса и пиромантия мусор, а порча со своими прожорливыми двойными требованиями будет проигрывать чарам. Сейчас стремновато пересматривать свой видос годовалой давности, где я хвалил эти чудеса. Словно молитвой какого-то священника, нежели простой речью. Пипец. Магия в этой части, как по мне, средненькая. Не прям из рук вон плохо, как в DS3, и не отвал башки, как в первом Дарке. Мне долго не хотелось проходить магом, думая, что он какой-то лох. Но на деле оказалось не так. Появилось большое разнообразие крутых спеллов, и я вам рекомендую опробовать данный экспириенс. Тут даже заклинания прошивают врагов насквозь. Да, это было и раньше, но работало оно хуже, чем здесь. В общем, дружище, я все, что надо о магии, вроде бы рассказал. И знаете, что-то мне лень с вами прощаться. Так что за меня это сделает дядя Богдан. Дорогой зритель, прошу подписаться на канал этого гидроцефала, поставив лайк и не забыв зайти в его позорный ТК.